Всем огромный привет! Вы на канале Вечное Лето, и мы на Пхукете. В этом году у нас прям какой-то островной сезон, потому что за время нашего отдыха в Таиланде в этом году мы уже посетили несколько классных островов. Мы на Пхукете уже, наверное, раз 10-й. Мы любим сюда приезжать, любим нежиться на местных шикарных пляжах, вкусно есть морепродукты на рыбном рынке и, конечно же, отдыхать в потрясающих отелях. Когда приезжаем, отдыхаем, всегда стараемся показать вам классные и недорогие варианты жилья. В этом году мы поселились в отеле Мандарава, находится на Короне. Пляж у нас вон в той стороне, и сейчас я вам хочу показать отель, потому что вы часто пишете: ребят, посоветуйте отель на Пхукете, на Короне или на пляже Ката. Вот, хороший вариант, я думаю, всем понравится. Цены здесь начинаются от 3000 бат в сутки, в зависимости от номера, от вида и от сезона. Здесь, кстати, 5 бассейнов, и всем хватает места. Мы вот пришли в один из бассейнов, посмотрите, никого. Просто все как-то рассредоточились. Территория отеля настолько огромная, что нам даже дали карту, чтобы мы здесь не потерялись. Резорт отличается от отеля тем, что у него большая зеленая территория, много бассейнов, сады, есть место для прогулки. Отель, как правило, это отдельно стоящее здание с инфраструктурой внизу или на крыше. Я люблю на островах селиться именно в резорте, потому что красивая зелень, за которой ухаживают, здесь чисто, чувствуется вот это единение с природой, птички по утрам поют, ну красота. Номера здесь тоже очень красивые. Мы сейчас вышли на балкон. Посмотрите, он просторный, красивый. Здесь такие удобные кресла, столик и потрясающий вид на море. Конечно, до моря пешком, наверное, минут 10-12, но оно того стоит. И давайте я вам покажу сам номер. Заходим. Тоже посмотрите, какой он светлый, какой красивый. На потолке вот этот вентилятор, но есть и кондиционер. Просто высоченные потолки, солнце в окна. Очень красиво, очень романтично. Большая кровать, дополнительная кушетка, телевизор. Приятно пахнет, нет вот этого запаха сырости. Очень красиво, есть рабочий стол, зеркало, все как надо. Я считаю, очень стильный, красивый вариант. Все такое новенькое, чистенькое, нет потертости. Бывает, приезжаешь в какой-то отель, он классный, отзывы хорошие, но спустя время понимаешь, что ему уже нужен ремонт, он немножечко не свежий. Вот этот прям свежий. И давайте покажу, здесь такая зона прихожей, тоже удобно, ты не просто заходишь и кровать, здесь у вас полноценная прихожая, можно положить свои вещи, посмотреться в зеркало, такой здесь удобный столик, гардероб, еще кофе, чай, всякие снеки. Кстати, вот в Таиланде продаются вот такие вафли в красной и синей упаковке, они очень вкусные, мои любимые, с фундуком. Если будете здесь, попробуйте. В холодильнике уже напиточки. Ой. Конечно, все это платно, пиво 110 бат, но почему бы и нет, до 7 идти далековато. Вот такую они дают фирменную сумку от отеля, с ней вы можете пойти на пляж, поехать на экскурсию, такая пляжная для тех, кто забыл или не взял с собой, но ее можно купить на ресепшене, если она вам понравится, то можете как сувенир ее приобрести. Так, открываем шкаф. Мне нравится то, что здесь халаты из моего любимого материала. Они такие классные, такие приятные. Во многих отелях и даже комплексах вот такие вот халаты. В них не холодно, не жарко, они такие приятные к телу, натуральная ткань. Даже задумалась домой такие приобрести. Закрываем и переходим в санузел. Очень просторный. И, конечно, покорило мое сердце эта ванна. Редко, когда в Таиланде в комплексах, ну, в квартирах есть ванна, в основном душ, а здесь и душ, и ванна. Отдельно стоящая, такая красивая, современная, сантехника хорошая, удобная такая полочка для полотенец. Все необходимое есть, посмотрите. И шампунь, и кондиционер, гель для душа. Ну, прям красота. Даже лосьон увлажняющий тоже есть. Вот такая роскошь по доступным деньгам. Следующий бассейн более оживленный. Здесь много людей, я думаю, потому что здесь пул-бар. Бассейн со стульями прямо в воде. Играет популярная музыка, готовят коктейли.
люди плавают, отдыхают. И здесь, кстати, очень красивая смотровая площадка, с которой открывается вид на море и на закат. В этом ресторане проходит завтрак. Завтрак входит в стоимость проживания. Но что в него входит, мы уже узнаем завтра. А пока любуемся красивым видом на море и на солнышко. Я очень рада, что хорошая погода, потому что по прогнозу был дождь и гроза. Мы такие посмотрели, сначала расстроились, а потом вспомнили, это же Таиланд. Здесь прогнозу погоды верить не стоит, потому что если показывается дождь, он может идти в какой-то отдельной части острова, а другой, допустим, не упасть ни капли. Кроме того, он может идти всего 15 минут, немножко освежить и уйти. Дальше выглядывает солнышко, и снова все прекрасно. Этот отель находится в 10 минутах езды от пляжа Патонг, торгового центра Джан Цейлон и улицы Бангла-Роуд, являющейся центром оживленной ночной жизни острова. К услугам гостей 5 бассейнов, 5 баров у бассейна, фитнес-зал и спа-центр. Также предоставляется бесплатный трансфер до пляжа Корон. В 30 минутах езды от отеля находится Пхукет Таун, а поездка до международного аэропорта Пхукета занимает 45 минут. Этот отель был открыт в 2013 году, но последняя реновация проводилась в 2021 году. Размещение с домашними животными запрещено, а еще в отеле нет русскоговорящего персонала. Как классно, когда у отеля большая территория. Такое чувство, что ты в отеле один, за счет того, что все где-то гуляют, фотографируются, отдыхают. Посмотрите, какой красивый здесь пруд. Кувшинки, всякая зелень, водопад. Что касается чистоты. В отеле работает много персонала, которые следят за чистотой. И в данный момент я хочу вам показать, как проходит обработка. Хлорированной водой обрабатывают плитку, вот эту вот всю затирку тщательно моют, чтобы вы спокойно, уверенно могли ходить здесь босиком. Мне очень нравится вот этот бассейн. Это просто жемчужина данного отеля, потому что он прям в джунглях, он infinity. Ну, вот такое чувство, что он уходит в бесконечность. Видите, такой бортик у него с видом прям на зелень, на джунгли и на закат. Водичка чистая, красивая. И сейчас я вам покажу завтрак в этом отеле. Он проходит в формате шведского стола. Большой выбор всяких хлопьев и мюсли, молоко, йогурт, сок, много нарезанных овощей и фруктов, несколько видов сыров, колбаса. Также вам могут приготовить яйца в любом виде, как вам нравится. Яичница, глазунья, пашот или просто отварить вкрутую. Большой популярностью здесь пользуются омлеты с различными начинками. Мы, например, любим с грибами и помидорами. Из основных блюд рис, курица карри, куриные сосиски. Они нам, кстати, не очень понравились. Запеченная тыква. Также есть отдел с вегетарианской едой, жареный тофу, пад-тай. Напишите в комментариях, любите ли вы пад-тай. Некоторые очень любят, а некоторые считают его очень сладким. Еще здесь готовят очень вкусный супчик с рисовой лапшой. Пекут панкейки, вафли, есть круассаны, слойки, несколько видов джема, арахисовая паста, сливочное масло и большой выбор хлеба. Здесь же готовят вкусный кофе. За ним придется немного постоять в очереди, но оно того стоит. Бывают люди, которые хотят на отдыхе побольше вечеринок, тусовок, чтобы в отеле работал аниматор у бассейна, играла веселая музыка, знакомства. Кто-то ценит единение с природой, отдых, спокойствие, тишину, релакс. Вот этот отель скорее для второй категории людей. Здесь ты как будто потерялся в джунглях. И если не брать телефон в руки, то можно вот по-настоящему отдохнуть. Отдельная любовь в Таиланде – это вот эти орхидеи. С этим цветком у меня многое связано. Когда мы женились, у меня в свадебном букете было много вот этих фаленопсисов. Я не знаю, откуда у меня такая любовь к тропикам, но я хотела, чтобы мой букет свадебный был очень яркий, красивый, солнечный, и было много орхидей. Не знаю, очень мне нравится это растение, и в Таиланде они повсюду.
Также в этом отеле есть очень классный спа-центр. Этот центр работает с 10 утра до 7 часов вечера. Давайте пройдемся по ценам. Массаж головы 30 минут 650 бат. Массаж ног тоже 30 минут 650. Конечно, здесь цены на массаж и программы высоковатые, прям туристические. Но и место такое особенное, да, красивое. Можно сделать тайский массаж за 300 бат в обычном салоне на улице, и это тоже будет классно. Мы вышли на пляж, и сейчас я вам покажу, какой пляж возле нашего отеля. Поющие пески, голубая водичка, много чистого песка. Все это про пляж Карон. Когда вы приезжаете на Пхукет, это достаточно большой остров, то отель нужно выбирать в зависимости от того, на каком пляже вы хотите остановиться. То есть сначала выбираем пляж, а потом отель. Наши любимые пляжи здесь это Ката, Карон, где мы сейчас находимся, и такой уединенный пляж Банана Бич. Еще нам нравится пляж Парадайз. И, соответственно, именно здесь мы стараемся селиться. Чем нам нравится пляж Карон? Тем, что здесь очень чистая вода, хороший песок мелкий, плавный заход в воду. Сюда можно приезжать и с детьми, и парочками. Посмотрите, какая широкая береговая линия. Здесь есть все необходимое для пляжного отдыха, и зонтики, и лежаки, и доски. Конечно, здесь не бывает таких огромных волн для серфинга, как на Бали, но все-таки ветреный день, можно покататься на волнах, на небольших. Хорошее место, чтобы научиться вставать на доску. Также можно покататься на банане, на плюшках, отдохнуть на лежаке, попить кокосы. Мы сейчас, кстати, пили кокос, был дождь. Всего лишь 50 бат, прямо на пляже. Ну, красота! Посмотрите, какая прозрачная, голубая водичка. Очень часто мы бываем на разных островах и показываем пляжи на этих островах. И многие из вас пишут: на Кароне лучше, на Кароне лучше. Многие настолько любят Карон, что приезжают сюда десятилетиями. То есть мы знаем людей, которые 10 раз были в Таиланде и всегда селились на этом пляже. Им все нравится, все устраивает, они больше никуда не хотят. Многие любят пляжные развлечения, мы тоже их любим. И вот можете посмотреть, какие цены в этом сезоне. Ну и, конечно же, в эту поездку на Пхукет мы просто не могли не заглянуть на наш любимый рыбный рынок в районе Раваи. И это самый большой рыбный рынок на Пхукете. Здесь продается много экзотических фруктов, почти всегда есть дурианы, сувениры, пляжная одежда. Но главная достопримечательность этого рынка – морепродукты. Здесь же прямо на рынке вам могут их приготовить. Схема такая. Ходим, выбираем морепродукты, идем в кафе напротив, взвешиваем покупки и нам их готовят так, как мы хотим. Стоимость приготовления 100 бат за килограмм. Ассортимент здесь богатый. Несколько видов креветок, цены на них начинаются от 300 бат за килограмм. И это достаточно крупные, мелких здесь нет. Также здесь вы сможете купить королевские креветки. В сыром виде они имеют бледно-серый цвет. Готовить их очень просто. Нужно отварить в подсоленной воде с добавлением перца и трав. При подаче креветки поливают соевым или рыбным соусом и сбрызгивают лимонным соком. Также здесь продаются голубые или черные крабы. Они обладают тонким, изысканным вкусом. Их отваривают и подают с легким соусом. На гарнир обычно подают ломтики свежего огурца и помидора. Кальмары. При покупке обязательно просите молодых кальмаров. На экспорт обычно отправляют крупных особей, а юных кальмаров мелкого размера реализуют на местных прилавках. Они обладают более нежным вкусом по сравнению с более взрослыми сородичами. Рыба. Снеппер, барракуда, морской окунь. Знатоки не советуют покупать коралловую рыбу, потому что стоит она недешево, а вкусом обладает весьма специфическим. Самыми дешевыми, но не менее вкусными морепродуктами Пхукета являются ракушки, морские гребешки и мидии. Они очень быстро готовятся и имеют отменный вкус. Я всегда удивляюсь местным лобстерам, потому что здесь они достигают гигантских размеров. Крупные особи в цене доходят до 3000 бат за килограмм. Вы только посмотрите, какой он огромный. Что приятно, здесь много живых морепродуктов, которые находятся в аквариумах.
Очень много совсем экзотических экземпляров, и я постоянно здесь встречаю особей, которых раньше никогда не видела. Нам очень нравится брать здесь устрицы небольших размеров, потому что они вкусные и недорогие. 3 штуки за 100 бат или 10 за 300. Местные продавцы научили нас проверять устрицы на свежесть, и мы называем это рыбалкой на устриц. Нам дают ус лобстера, и мы щекотим им устрицу изнутри. И если она захлопывается, значит свежая, еще живая, можно есть сырой. Мы берем 10 устриц. Еще нам нравятся мечехвосты. Они стоят здесь 250 бат, и у них очень вкусная икра, которая богата йодом. Мы любим, как готовят в этом кафе. Оно называется Kun Fai Seafood Phuket. Здесь много столов, есть даже на 2-м этаже, а еще здесь живут такие милые ящерицы. Блюда приносят по очереди, начиная с более легких. И здесь у нас устрицы, подаются во льду и со специями. Посыпаем хрустящим жареным луком, немного лайма и едим. Я ем прямо с ракушки, и это очень вкусно. Дальше у нас сашими из большой ракушки. Ее мелко нарезают и подают также во льду с чесноком, васаби, лаймом и соевым соусом. Еще мы заказали порцию риса с морепродуктами, и в нем реально много морепродуктов. Рис с яйцом очень нежный, вкусный, не сухой. Гребешки отварные с соусом и зеленым луком, и это тоже очень вкусно. Рыбу могут приготовить на пару, могут пожарить. Мы любим жареную с чесноком и перцем. И вот так выглядит та самая икра мечехвоста. Ее подают с папайя-салатом, получается очень сочно и необычно. Много икры, по вкусу чем-то напоминает вареный желток. Также нам принесли гребешки под сыром. Это вкусно, но сыр как-то перебивает вкус гребешка. Еще мы берем салат с заправкой, как на сомтам, салат из зеленой папайи, только не из папайи, а из огурца. Весь наш ужин вышел в 3200 бат. Это 1500 бат за морепродукты и 1700 за приготовление, напитки, салат и рис. Данный рынок работает каждый день с 9 утра до 9 часов вечера. Самый пик 6-7 часов, поэтому лучше приезжать пораньше, чтобы успеть занять свободный стол. После ужина нам стало интересно, куда девают оставшиеся морепродукты, которые не продались. Складывают в какие-то контейнеры и засыпают льдом? У нас есть знакомый продавец, который устроил нам экскурсию по закулисью рынка и ответил на интересующий вопрос: а где спят морепродукты? Оказывается, на ночь их отправляют вот в такие бассейны с чистой водой и подачей воздуха. Здесь они ночуют и остаются свежими. Мы назвали это отель для лобстеров. В общем, этот рынок как отдельная достопримечательность острова. Можно прийти на ужин, а можно просто приехать на экскурсию, чтобы посмотреть, какие морские существа обитают в местных водах. К нам присоединилась Оля. Всем привет! Оля, расскажи, куда мы приехали. Мы с вами находимся на Пхукете, в очень излюбленном, популярном месте Лагуна. Вот здесь вот с нами находится рядом пляжик Бангтао. А приехали мы на закрытую вечериночку для агентов. У нас сегодня здесь презентация нового крутого комплекса Title Legendarium будет называться на Бангтао. Это очень значимое событие, потому что Title это очень старый известный бренд. Здесь компания-застройщик у них тайская, открытая публичная компания, которая тут очень известна. Они построили здесь много своих тайтлов. И Title Бангтао будет их 7-й проект. И он наконец-то будет в самом крутом районе, в Лагуне. Теперь нам есть что вам предложить. Нам не стыдно за этого застройщика, потому что он строит вовремя, строит круто, строит красиво. И мы сейчас первые все узнаем, что и как. Мы с трудом нашли место для парковки. Я первый раз на таком мероприятии. Я уже много лет спрашиваю Олю, а что там на этих вечеринках для застройщиков, а как это все выглядит. И Оля однажды сказала: будет классный проект, классная вечеринка, я вас возьму. И ради этой вечеринки мы приехали из Паттайи. Мы специально прилетели, чтобы вам это первыми показать. И, конечно же, самим первыми узнать. Пойдемте смотреть, что же это будет. Оля, скажи, пожалуйста, как попасть на эту вечеринку? Чтобы попасть на эту вечериночку, нужно было давно знать эту компанию, застройщик, сотрудничать. Мы заранее получили агентское приглашение, зарегистрировались. От нашей компании сегодня у нас 3 человека. Это Саша, Света и Оля.
И, собственно говоря, вот мы первые получаем такую рассылку от застройщиков обычно на почту, что будет анонсироваться проект. Нам высылают закрытую информацию для агентов. И сейчас мы одни из первых будем узнавать, что же это будет. Потому что на сегодняшний день все, что нам известно, это локация, лагуна, Банктау, название Тайтл. Да, сколько будет квартир, сколько корпусов, а как и что мы узнаем только сейчас первые вместе с вами и покажем вам одним из самых первых все новости. Атмосфера классная, все такие красивые, нарядные. Я даже забыла, что мы на острове. Обычно на острове все ходят в шортах, шлепках, а здесь в нарядах красивых, вечерних платьях с дорогими сумками. Музыка живая. Сейчас была фотосессия напротив стенда. Это наши веселые фоточки. Мне кажется, впервые на Ютубе кто-то показывает кухню продажи квартир в Таиланде. Оля, вот это все агенты? Здесь и агенты, и гости, и есть уже, да, покупатели, которые знают, что это за застройщик, что это за проект, потому что также всем, кто уже участвовал в проекте, да, Тайтл на Рамае, на Наянге, Хала проект, были разосланы приглашения, кто хочет купить. По первой цене. Да, на самом старте, то сегодня можно познакомиться со всем проектом. У нас уже, кстати, мы сюда приехали, у меня на руках, ну не на руках, а в онлайне все депозиты. У нас очень много клиентов выслали заранее депозиты, чтобы мы забронировали по первой цене. И мы сейчас будем изучать досконально, где хороший вид, где какие планировки локаций, и будем согласовывать с клиентами, вносить депозиты. Продажи официально начинаются 30 числа. То есть 30 числа мы уже с вами сможем видеть в онлайн-режиме. Я также буду показывать, сколько будет вот так sold забрано. Поэтому смотрите, наблюдайте, выбирайте, переводите депозиты, бронируйте по самой низкой цене. Я думаю, что цены продержатся буквально неделю, потом будет официально все это везде разослано, да, будет везде информация, и ценник уже поднимется. Так как это у нас было с Эмбасси. Да, мы купили квартиру с Сашей в комплексе Эмбасси в Паттайе. Как мы выбирали? Нам был важен застройщик, чтобы у него было много уже завершенных проектов. Локация, цена. И мы даже не видели дизайна квартир. Мы знали, что застройщик хороший, будет красиво. Но вот эти 3 пункта были основными. И если, допустим, вы не хотите покупать в Паттайе, а хотите на Пхукете, то сейчас здесь вот такое предложение, как в Паттайе, только на Пхукете. Первая цена, классный застройщик, классная локация. Вообще застройщик, локация, качество, надежность. На Пхукете вообще с этим, да, очень как бы сложноватенько найти что-то хорошенькое. Но здесь это возможно, и мы для вас это сделали. И сейчас это показываем. Что интересно, здесь угощают не только напитками, но и едой. Посмотрите, какие красивые закусочки. Мы сейчас тоже что-нибудь возьмем, перекусим. Но вообще, если честно, я уже скорее жду презентацию проекта, потому что Пхукет нам тоже интересен. Как вы знаете, мы хотим покупать вторую квартиру. Она будет либо в высотке в Паттайе, либо на Пхукете. На Пхукете очень круто сдаются квартиры в аренду по высокой цене, потому что это остров, здесь не так много хороших предложений. И если нам понравится проект, то мы тоже не уложимся. А еще здесь угощают шампанским. Мы уже взяли по бокалу, холодненькое, приятненькое. Знаете, я подумала, вот так нужно отмечать начало стройки. Мы когда с Сашей будем строить дом, мы тоже устроим вечеринку, позовем родственников, разопьем шампанское. Если они захотят, могут вложиться в наше строительство. Смотрите, все эти люди хотят купить квартиру, и все сейчас вот так вот смотрят, когда же начнется старт продаж. Покупать квартиру за границей всегда немножко страшно, особенно когда ты делаешь это первый раз. Покупать квартиру, в принципе, страшно, особенно в стройке, там, в России, думаешь, достроить, не достроить. Но мы всегда ориентируемся на Олю, и мы всегда спрашиваем: Оля, хороший проект? И Оля нам честно говорит свое мнение, поэтому мы всегда ориентируемся на тебя. Вы знаете, на самом деле, я вот так вот всерьез, я вроде работала, да, я столько лет, там, 14 лет на рынке, я всерьез стала задумываться о том, как боятся люди и как это действительно страшно в пандемию, да, потому что в пандемию было много, да, всего вообще везде, во всем мире, во всех странах, у нас тоже, да, не обошло стороной, были проблемные застройщики, мы со всеми все разруливали, решали, мы все делаем, все хорошо по итогу получилось. Но теперь я максимально осторожно подхожу даже к выбору проекта. Да? Я еще раз напомню, у нас теперь большой юридический отдел, и мы прям под лупой. Можно продавать,
точно можно, земля тому человеку принадлежит, Всё тот проверяют. человек контракт подписывает, а точно подали разрешение на строительство. Очень щепетильно сейчас я к этим вопросам, чтобы больше не повторилось такого, да, ковида или еще чего-то, и не дай бог какие-то нам клиенты сказали, что да, мы там что-то плохо продали, потому что все равно это рынок, мы все понимаем, что все делают работу, очень большое количество рекламы в интернете, да, я говорю, у меня каждый год я отсматриваю, думаю, кто эти люди, 20 лет в Таиланде, 20 лет на Пхукете, 20 лет в Паттайе, где я первый раз их вижу. И когда рассказывают сказки, я сама понимаю, что ляжет пятно потом на всех агентов. Мы вот сегодня как раз это обсуждали. Поэтому, пожалуйста, максимально смотрите, с кем вы работаете, что вы покупаете. И меня радует, что люди стали читать договор. Просите переводы договоров, просите все due diligence, это называется юридическая проверка. Не берите кота в мешке и идите туда, где надо. Но это действительно страшно. Все, что мы показываем на Ютубе, в Телеграме, это самые проверенные застройщики, самые лучшие проекты. В них можно вкладываться. Мы вкладываемся сами с легким сердцем и вам рекомендуем. Мы никогда не будем брать на рекламу что-то сомнительное. У нас есть Оля, которая все проверяет и все контролирует, и за все сама отвечает. Да, это моя ответственность продать вам то, что хотите вы, да, не напарить, и то, что будет иметь прекрасный финал. Это будут ключи от квартиры, это будет щенок, свидетельство права собственности и грамотная инвестиция, да, в стабильном базе. И хорошо подорожать в цене, потому что для нас это важно. Мы вкладываем с точки зрения, чтобы заработать. Сейчас попробуем, чем здесь угощают. Очень похоже на чебурек. А я люблю чебуреки. Тоненькое тесто, много мяса с луком. Вообще не остро. So let's go to the land. The land overall is 40 rai, swimming pools, the waterfall, pathways, sunbeds, and many more things. To furnish your unit or your client's unit, we will do that with a very nice touch of modern, classic, luxurious design. Per 1,000 Thai baht per room for the discount. Alright? Exciting. Вечериночка началась в 5 часов, время практически 8 вечера, и она в самом разгаре. Что хочу сказать, здесь очень интересно. Я не знаю, как кому, но у нас здесь буквально произошла встреча со зрителями. Мы столько классных зрителей здесь повстречали, познакомились лично, пофотографировались, узнали их истории. Очень много приехали и живут уже 2-3 года, работают здесь, с детьми приехали. Вот, ребята, со всеми, с кем мы сегодня пообщались, передаю отдельный привет. Вы очень классные, очень добрые. Я желаю вам всем удачи. Вы сделали этот вечер. Я прям хожу здесь как дома, со всеми общаюсь, все мне улыбаются, все мне машут. Ну, конечно, не прям все-все, но много людей нас знают. И многие отмечают, что наши видео помогли им переехать сюда, освоиться. Спасибо, это лучшая благодарность для меня за нашу работу. Мы реально 10 лет стараемся для вас. И мы понимаем, как это сложно переехать в другую страну. Поэтому вы большие молодцы. Я желаю вам всем удачи. И обязательно купите свои квартиры мечты в Таиланде. Настал новый день, и ночью застройщик скинул всю информацию агентам. И Я Оле не спала, бдила. в том числе. И сейчас Оля расскажет про проект. Наконец-то мы узнаем цены, ну и в общем по инфраструктуре.
Мы все ждали, на самом деле, долго этой закрытой классной информации. Итак, чем нас порадует застройщик Title? Первое, конечно, локация. Это пляж Бангтао, это 300 метров до моря. Это будет шикарнейший, огромный проект. Он стоит на очень большом куске земли, точнее, будет стоять. Значит, он у нас будет состоять из 637 квартир, которые отданы под резиденцию. Очень большое количество планировок. Минимальная планировка, квартира-студио 31 квадрат, на старте 3,8 миллионов бат. Следующая планировка – это студия 36 квадратов, одна спальня, две спальни. Очень много комбинаций с двумя спальнями, потому что в последнее время все больше людей мигрируют, и пошел запрос на большие квадратуры. Стартовые цены, классный вообще дизайн, мы вчера были же, да, мы показывали это на презентации. Очень много отдано места под инфраструктуру, будет 35 зон для инфраструктуры. Это и детский клуб, это и лондри, это и сервис, это и бассейны, и очень большой клабхаус будет на территории проекта, где можно будет спокойно отдохнуть и получить любой сервис на любой вкус. Так как сейчас только открыли продажи, еще доступны все типы планировок, доступны минимальные цены, и застройщик дарит всем подарок пакет мебели. Очень классный дизайн, светлая такая у них тематика, ты видела, Мне да, сегодня понравилось, очень фотографии? понравилось. Чем-то похоже на Embassy. Мы даже Свежо, это обсудили. красиво, локация, застройщик. Также хочу еще раз, да, пройтись по тому моменту, что застройщик известный, застройщик старый тайский, проверенный, у них земля в собственности, разрешения все получены. Надо брать. Точно достроят, точно подорожают, точно заработаем. Оля, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, по твоим прогнозам, насколько подорожает проект? Если смотреть на локацию, да, то, что это у нас пляж Бангтао. Это район миллионеров. Это лагуна. Самый красивый пляж на острове. Если смотреть даже на проект, который там в основном, знаете, лагуна, это монополисты были. Это только Лагуния строили застройщик там, а сейчас туда зашел проект Title. Вот Sky Park проект был на старте когда-то 3 миллиона 100. Сейчас ниже 4,7, 4,9, 5 миллионов эти квартиры там не стоят, их просто нету. Если мы открываем прайс-лист вообще по Лагуне, там прям какие-то единичные квартиры, которые остались, да, с такими не очень видовыми характеристиками. И если сравнивать, что сейчас есть из предложений, да, на Бангтао, по тому же Sky Park или по застройщику Лагуна, то Title просто там Подарок судьбы. 10 плюсиков, да, поэтому его все ждали и все хотели. Еще мне очень нравится, что у них удобный график платежей. Вот я хотела У спросить. них, да, у них всегда четко все соблюдается по стройке, они никогда не задерживают проекта. Идет у нас, значит, по графику депозит, потом у нас идет контрактный платеж 25%, потом у нас идет беспроцентная рассрочка на время строительства. Также хотелось бы отметить, что этот застройщик довольно-таки строг. Это я вот, да, заранее предупреждаю людей. Вы часто просите, а можно ли разбить там контрактный платеж на несколько платежей, а можно ли подвинуть график? Title один из тех застройщиков, который строг. Вот у него есть утвержденный план, четко по нему идем. Они не идут никогда на уступки, а давайте вот так подвинем, а давайте вот так подвинем. Нет, потому что они действительно крутые, они знают, что вот, да, анонсировали сейчас старт продаж, просто можем в онлайне прям наблюдать, как будут появляться закрытые вот эти, да, красненькие кружочки sold, 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 sold. Я думаю, что это быстро вот так вот чук, и не было. Меня вчера удивило, мы общались с агентами, и у всех уже были на руках депозиты, и у Оли тоже. То есть люди, они еще даже не видели дизайн, толком непонятно, что будет в квартирах, какие условия, но они уже с деньгами на покупку, потому что таких предложений на Пхукете очень мало. И я думаю, что этот проект классно подойдет для сдачи в аренду, особенно если взять двухкомнатные квартиры. И у этого застройщика, я тебя, да, перебью, у них будет арендный сервис. То есть они, когда достроится проект, они будут предлагать что-то собственникам, да, какие-то условия. Сейчас их еще не озвучивают, но у них это будет, у них есть рентал-сервис. Можно прямо через них сдавать и вообще здесь не появляться, только деньги собирать. И сам проект подорожает, и с аренды хорошо. Вот мы вчера общались со зрителями, у них 2 детей. Привет вам, ребята. И они сказали, катастрофически не хватает на Пхукете больших квартир, двушек, потому что сейчас многие едут с детьми. Раньше все парочками ездили 10 лет назад, когда вот Таиланд только пошла эта тема. Сейчас все у уже всех ездят, да, с дети, детьми. и надо где-то размещаться, поэтому они говорят, что очень трудно, особенно в сезон, найти двушку. Да, здесь И очень цены много ломят, планировок. прям на аренду высокие. 120 тысяч бат за двушку. Вот такие цены здесь. Ну, кстати, да, вот ты говоришь такие цены, это ты еще какие-то божеские назвала. Ну, Мы да. сейчас, да, сами, когда сюда прилетели, мы искали жилье.
Я так долго ждала, когда достроится проект «Замарин». Мы очень хотели там пожить. Это Камала-Сурин, где пляж Дель-Мар, буквально там 200 метров до пляжа. И вот его достроили, сдали, я говорю, ну все, поживем. И мы просто делаем запрос, причем, да, я делаю запрос застройщику, как бы это даже не с букинга цены. 9500 бат стоит в сутки. Это студио, которое там мы с вами показывали. И стоит 20 000 бат на сутки квартира с 2 спальнями. У меня все. У меня все, поэтому мы сегодня в отеле. Обалдеть. В общем, смотрите, кому-то нравится Паттайя, кому-то Пхукет. В Паттайе, вот я рекомендую, и Оля тоже рекомендует, вот сейчас 3 стреляющих проекта. Это Embassy, это Sky Park, Да. и мы все ждем Копакабану 2, посмотрим, что там будет, потому что первая зарекомендовала себя хорошо, мы в ней жили, нам очень понравилось. Если вы не любите там Паттайю, не нравится вам, вы хотите на Пхукет, то вот то же самое на Пхукете. Но такое предложение сейчас здесь одно, оно только появилось, самый старт. Чем быстрее вы купите, тем лучше, тем больше вы денег потом заработаете. Сегодня ребята даже, да, вы все уже знаете, меня тоже все дерут, когда Копакабана, Копакабана. А Света с Сашей очень хотят Копакабану, да, высотку. Но они мне сегодня с утра, Оля, мы тут посчитали, мы тут прикинули, а что ты думаешь насчет тайтла? Я говорю, ребят, да. Мне понравилось то, что студия хорошей планировки, то есть хорошая квадратура, 33 квадрата, там 31. Обычно в студии это 27-23 квадрата. Это полноценная однушка для Пхукета, для Бангтао. Хорошая цена, очень хорошая. А я вообще удивлена, да, я думаю, что Саша потом нам как-то покажет, да, это все выведет на экран, какое количество вообще типов квартир. Там, по-моему, планировок 20. Я вот сегодня, да, сидела, все это дело листала. Абсолютно разные квадратуры, соответственно, это же и по цене отличается, да, и по удобству, там, где как расположена спальня. То есть это, для меня это, да, как для агента, говорит о том, что если раньше все-таки ты права, да, были маленькие студии, какие-то маленькие однушки. И типовые, прям да. вот их 3 вида, все. То сейчас все-таки люди смотрят сильно наперед, люди смотрят как на жизнь, да, здесь, и покупают уже квартиры для жизни. То есть, чтобы правильно ты говоришь, если ты даже приехал в аренду снял, чтобы это не клетушечка, как раньше, а комфортно, то есть потому что люди надолго сюда едут. Оля, расскажи, пожалуйста, как купить квартиру удаленно, если человек не в Таиланде? На самом деле, да, мы все время об этом говорим. Очень большое количество квартир в Таиланде покупают удаленно. А часто мне клиенты задают такой вопрос: а как это? Типа, что такое? У нас в Таиланде все документы, да, весь документооборот, который ведется с официальной почты компании, с официальной почты застройщика, он имеет юридическую силу. Поэтому довольно-таки просто купить квартиру удаленно от застройщика. Вы высылаете нам запрос. Дальше уже наша работа вам предоставить максимальной информации, подобрать планировки, виды, показать вам видео. Мы всегда можем выйти на видеосвязь, с проекта вам показать, шоурум, вы можете пообщаться с застройщиком, выбрать, внести депозит, точно так же удаленно. После внесения депозита вы получаете на почту от застройщика информацию с подтверждением вашей брони, где вы проверяете все свои данные контактные. А что значит контактные данные? Для того, чтобы купить квартиру, вам достаточно предоставить фотографию загранпаспорта того, кто будет владельцем квартиры. Также, да, частый вопрос, могут ли быть 2 человека? Могут, то есть может быть спокойно 2 собственника контракта. Вы предоставляете адрес, предоставляете контактные номера телефонов и адрес электронной почты. Это все застройщик прописывает в резервации с подтверждением вашей брони. И после этого где-то в течение 3-5 дней обычно готовится контракт. А вам застройщик отправляет на почту скан-копию контракта подписанную. Мы ее с вами читаем, проверяем. Обычно у нас все контракты на тайско-английском языке, но мы делаем перевод для клиентов на русский язык, чтобы вы понимали, что вообще подписываете. Мы с вами все проверяем, я вам все рассказываю, задаем какие-то уточняющие вопросы застройщику, подписываем и точно так же отправляем скан-копию обратно на почту застройщика. Все, у нас с вами все готово. Но в последнее время тоже очень, да, такие-то вот наша менталика, как я говорю, что нам нужен чинот, да, где написано наше имя, это, да, то, что можно купить на иностранную квоту, 100% частную собственность. Да, здесь на Пхукете это фрихолд называется, поэтому мы с вами смотрим фрихолд. И также мне стали клиенты говорить: Оль, ну да, мы понимаем, что как бы, да, юридическую силу имеет, ну хотелось бы оригинал получить. И если кому-то нужен оригинал документов, также вы пишете мне или застройщику, мы вам это e-mail с почты отправляем, и у вас все документики на руках. В общем, все. Я считаю, что мы нашли очень хорошее предложение. Как всегда, жемчужинка. Жемчужинка на острове Пхукет. Все контакты Оли мы оставим внизу в описании под этим видео. Если захотите купить квартиру в Таиланде, в Паттайе или на Пхукете у надежного человека, который работает здесь уже более 10 лет, сотни положительных отзывов,
мы ручаемся за Олю. Спасибо, что пригласил нас на мероприятие. Мне очень понравилось. Мы так классно Спасибо, что повеселились. согласились. Да, на самом деле, я ребятам говорю, меня всегда очень выматывает Пхукет. Но вчера была настолько классная атмосфера, такой легкий вообще, да, застройщик, проект, там и люди такие же, что я говорю, я наконец-то наполнилась Пхукетом, и мне очень понравилось, да, и вечеринка, и вообще презентация проекта, и сам проект, короче, классно. Надо брать. Пишите, поможем, чем сможем. Если у вас остались какие-то вопросы, то задавайте их внизу в комментариях. Мы с Олей с Да, радостью я еще ответим. бы очень хотела попросить, да, ты сказала, что пишите комментарии. Я очень часто, да, читаю комментарии, кто-то пишет, где все эти люди, кто купил квартиру? Ребят, вы там помашите всем, кто думает, что мы все врем, что вы купили, что все классно, что вы Мы многие снимали уже... на Пхукете Да, наши зрители, да, что помните? многие уже живут в Таиланде. То есть дайте нам огонечков, подписок, что мы живые. Просто не все хотят сниматься, и мы не хотим как бы тоже людей смущать. Вот к вам приди, скажи, давай покажем твою квартиру, рассказывай, как ты купил. Ну да. Значит, подумаешь, а надо ли мне это вообще или нет. Так что я, в принципе, понимаю этих людей, но их много. Все. Если выпуск вам понравился, то ставьте лайки, а заходите в наш телеграм-канал, там будет вся актуальная информация и по проекту, и всякие новости. Там вы сможете нам задать вопросы и пообщаемся в режиме реального времени. Видите, в следующих выпусках вас очень сильно любим. До новых встреч. Пока. Всем пока.